Добрый день, приветствую вас на канале Вязальная шкатулка. Сегодня хочу рассказать, как связать крючком вот такой объемный цветок. Состоит цветок из трех частей. Это центральная часть, сердцевина и лепесточки. Сшивать мы ничего не будем. Сердцевину я приклеила, но можно ее пришить. А вот этот объемный цветочек основной, одна часть, которая связана из пряжи двух цветов. Цветочек я связала из пряжи Ирис крючком номер 1,25. Размер моего цветочка диаметр 6 сантиметров. Второй цветок, он побольше получился, так как я вязала его из пряжи Yarnart Jeans крючком номер 2. Диаметр этого цветка в расправленном виде 8 сантиметров. Когда вы свяжете, лепесточки будут скручиваться очень сильно, и их нужно отпарить для того, чтобы они приняли такую расправленную форму. Ну что, давайте приступим. Таким цветком можно украсить любую вещь, а также цветок подойдет для вязаного кактуса. Сегодня у меня пряжа Yarnart Jeans двух цветов. Бирюзовый цвет 76 и 36 розовый цвет. А серединку я буду вязать из пряжи Alize Bella. Вязать начнем с сердцевины цветка. Делаю скользящую петлю или кольцо амигуруми и в него вяжу 6 столбиков без накида. Первая закрепляющая петля, дальше ввожу крючок под петлю и вяжу 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваю кольцо. Во втором столбике в каждую петлю предыдущего ряда буду вязать по 2 столбика без накида. 6 петель было в том ряду, значит будет 6 прибавок. И должно получиться 12 столбиков без накида. 1, 2. Следующую опять 2 столбика. 3, 4. Следующую петлю 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Второй ряд готов. 12 столбиков без накида. Третий ряд будем вязать следующим образом. В первую петлю вяжу столбик без накида, дальше 3 воздушные петли, и следующий столбик опять вяжу столбик без накида. Так до конца ряда. 3 воздушные петли и столбик без накида. 3 воздушные петли, столбик без накида. В предыдущем ряду было 12 столбиков, значит в этом ряду будет 12 арок из 3 воздушных петель. Не пропускаем столбики, в каждый вяжем столбик без накида. Так свяжите до конца ряда, и сейчас закроем вязание, сердцевинка будет готова. Я связала последнюю арочку. Нахожу столбик без накида в начале ряда и вяжу в него соединительную петлю. Серединка готова. Кстати, первые 2 ряда можно связать пряжей другого цвета, как я сделала вот на этом маленьком цветочке. Первые 2 ряда зеленый, потом идет цвет желтый. Вот, а можно связать одним цветом. Теперь беру розовую пряжу. Начало точно такое же будет. Первые 2 ряда вяжу так же, как и сердцевинки. Делаю кольцо амигуруми и вяжу 6 столбиков без накида в кольцо. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда буду вязать по 2 столбика без накида. Итого должно получиться 12 столбиков без накида.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Первый ряд 6 столбиков, второй 12. В третьем ряду буду делать прибавку через один столбик. То есть вяжу столбик без накида, 1, ставлю маркер. Следующий столбик вяжу прибавку, 1, 2 столбика в одну петлю, 1 столбик, следующая прибавка, 1 столбик, следующая прибавка, 1 столбик и опять прибавка. В этом ряду должно получиться 18 столбиков без накида. 1 столбик и последняя прибавка. Серединка цветка готова. Сейчас приступим к вывязыванию лепестков. Для лепестка набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем накид, пропускаем первую петлю, во вторую петлю вяжу полустолбик с накидом. Делаю накид, в следующую петлю опять вяжу полустолбик с накидом, ввожу крючок в воздушную петлю, вытягиваю рабочую нить, захватываю рабочую нить и протягиваю через все 3 петли на крючке. Первые 2 полустолбика с накидом. Дальше нужно связать 3 столбика с накидом, в каждую петлю по одному столбику. Первый столбик с накидом, следующую петлю второй столбик с накидом, следующую петлю третий столбик с накидом. И осталась последняя воздушная петля, в нее я вяжу опять полустолбик с накидом. Переходим теперь на сердцевинку. Пропускаем одну петлю и в следующую петлю вяжем соединительный столбик. Вяжем второй лепесток. Набираем 7 воздушных петель. 5, 6, 7. Опять делаем накид. Пропускаем первую воздушную петлю, во второй вяжем полустолбик с накидом. Делаем накид, вводим крючок в воздушную петлю и захватываем рабочую нить. Делаем накид, протягиваем через 3 петли на крючке. В следующую воздушную петлю вяжем столбик с накидом. Еще один столбик с накидом. И третий столбик с накидом. Дальше накид, полустолбик с накидом. Пропускаем одну петлю предыдущего ряда на круге и в следующую вяжем соединительный столбик. Вот такие лепестки получаются. Видите, как они закручиваются, но потом мы их отгладим и они будут держаться прямо. 7 воздушных петель опять набираем. И так до конца ряда. У вас должно получиться 9 лепестков. Я сейчас вяжу до конца этот ряд. Покажу, как мы будем переходить на другой цвет и вязать второй ряд лепестков. Провязываю последний лепесток. Смотрите, делаю соединительную петлю в первый столбик без накида этого ряда. Первый ряд лепесточков готов. Теперь я перехожу на внутреннюю сторону
вот сюда за лепестком отгибаю лепесток и делаю соединительный столбик, вот в столбик без накида, который мы пропустили под лепестком. Помните, вот здесь лепестки были, и лепесток мы соединяли через один столбик. Вот в этот столбик я вяжу соединительную петлю. Отрезаю розовую пряжу и присоединяю пряжу бирюзового цвета. Сейчас будем набирать 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И пропускаю первую воздушную петлю, во второй вяжу полустолбик с накидом. Третью тоже вяжу полустолбик с накидом. Потом 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4 столбика с накидом. То есть в первом ряду я вязала 3 столбика с накидом, а в этом ряду вяжу 4 столбика с накидом, и в первую воздушную петлю вяжу полустолбик с накидом. Готов первый лепесточек. Нахожу столбик без накида, который мы пропускали в предыдущем ряду, и желательно за заднюю полупетлю делаю соединительный столбик. Когда мы вяжем обычный столбик без накида, мы захватываем обе полупетли, но сейчас можно захватить только заднюю, для того чтобы на лицевой стороне не было видно бирюзового цвета. Но если вы не найдете заднюю полупетлю, можете захватить обе полупетли. Опять вяжем 8 воздушных петель. 5, 6, 7, 8. Накид. Полустолбик с накидом. Одну петлю пропускаю, во второй вяжу полустолбик с накидом. Еще один полустолбик с накидом. 4 столбика с накидом. И полустолбик с накидом в первую воздушную петлю. Опять нахожу вот лепесток, нахожусь пропущенный под лепестком столбик без накида, и в него делаю соединительный столбик. Второй ряд лепестков должен располагаться между лепестками первого ряда, вот таким образом. Так свяжите до конца ряда, у вас опять должно получиться 9 лепестков. Тоже довяжу до конца все 9 лепестков, покажу, как будем собирать цветок. Я связала последний лепесток, сейчас соединю его с первым, нахожу столбик, соединительный столбик, куда был связан первый лепесток, и делаю сюда же соединительную петлю. Последняя петля, вязание заканчиваю, нитку отрезаю. Давайте посмотрим, что получилось. Вот такой получился цветочек. Смотрите, возможно, его и не нужно разглаживать. Может быть, кому-то понадобится именно такой еще не до конца распустившийся цветок. Берем сердцевинку и пришиваем, либо приклеиваем вот сюда в центр. У меня на канале есть еще самый простой цветочек, который можно связать крючком. Я оставлю на него вверху подсказку. Переходите, смотрите, возможно, вам тоже он пригодится в творчестве. Цветочек вяжется очень просто. На самом деле вы можете варьировать количество воздушных петель, и в зависимости от этого у вас будут лепестки либо длиннее, либо короче. В первом ряду лепестков можно связать не 7, а допустим 6 или 5 воздушных петель. А второй ряд оставить с таким же количеством, и у вас получится совершенно другой цветочек. Я надеюсь, вам понравился мой видеоурок. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Если у вас возникают какие-то вопросы, пишите в комментариях, я обязательно на них отвечаю. Я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Пока-пока.
Thank you.